Здесь явно текла какая-то река или канал. А я просто попал в окружение китайского бамбука. Я не знаю, как мне отсюда выбраться. Фак. Давно говорю себе, купи мачете. Господи, аж сердце чуть не остановилось. И это действительно какой-то канал. Я сейчас иду по руслу канала, правда. Класс. Какая красота. То есть вот так вот камни друг на друге лежат, и это в Камбодже так часто на самом деле встречается, что уже начинаешь задумываться, а точно это естественного происхождения. Ага, так это вот и есть, судя по всему, тот самый канал, по которому, как предполагалось, сплавляли блоки. Да, заколдованный лес. Потрясающие места. Это вы можете увидеть только на видео, потому что сюда вам не приехать. Всем привет, друзья! Вы на канале Мир на блюдечке, а мы продолжаем исследовать древние карьеры Камбоджи. Вот сейчас я нахожусь на одном из них, посмотрите предыдущий фильм. Здесь я его закончил, и здесь же мы начинаем следующий, и это, наверное, уже будет последний фильм в этой серии про древние карьеры Камбоджи, древние карьеры Анкора. То есть именно здесь добывали камень, из которого были построены все храмы Анкора, но не только Анкора. И в других местах, таких как Бантейчма, например, или там, ну, в общем-то, во многих местах на самом деле находили камни, которые добывали именно здесь. А надо вам сказать, если вы еще не смотрели предыдущие фильмы, то я вам скажу, что на самом деле добыто камня было очень много. То есть как минимум 40 миллионов кубометров. И столько каменоломен найдено не было. То есть мы не видим вот такого вот объема добычи, сколько мы видим храмов, построенных не только в Анкоре, да, но и в других местах Камбоджи. И второй очень важный момент, эти каменоломни находятся очень далеко от Анкора, ну, то есть до северных границ где-то километров 30-40, вот так вот скажем, да, ну, а до южных границ все 60. То есть на очень далекое расстояние возили эти камни неизвестно как. Предполагают, что это был водный путь, но на самом деле здесь тоже большие проблемы. Историкам-то легко ляпнуть, да, водный путь и все. Но вот, например, то место, где нахожусь я сейчас, оно находится очень далеко от предполагаемого канала транспортировки. Он находится туда дальше, к северу, его обнаружили с помощью лидара. И вот эта каменоломня, где я сейчас нахожусь, она сама по себе уже достаточно северная. В предыдущих фильмах я изучал каменоломни, которые находятся южнее, то есть еще значительно дальше от того канала. А к каналу-то они как транспортировались, каким путем? Ну, на эти вопросы ответов у историков, разумеется, никаких нет. Вообще полное впечатление, что их перевозили по воздуху, то есть на каких-то загадочных виманах, которые мы, кстати, видим в огромном количестве на барельефах, скажем, в Самбор-Прейкуке, в древней Шанапуре. Это комплекс неизвестного возраста, но официальная датировка 7 век. На самом деле последние раскопки показали там культурный слой 3 века, дальше не копали, я думаю, там и до нашей эры. Конечно, все это уже существовало, как, скорее всего, существовали до нашей эры и все эти храмы Анкора. Но это так, мое предположение. Не только мое, конечно же, да. То есть, а то, что происходило в Средневековье, вот эта вся история с 9 по 13 век, это, скорее всего, было заселение руин. Ну так, друзья, сегодня у нас планы, ну, я не знаю, большие они или небольшие, потому что я никогда не знаю. Вот когда я еду в такие места, я никогда ничего не могу сказать заранее. Я так же, как и вы, все это увижу в первый раз. И понятия не имею, увижу ли я там что-нибудь, или я не увижу там вообще ничего. Ладно, вперед, друзья, из песней. Фух, как же я уже весь вспотел, устал, уже полдня прошло. Ну, ладно. Поехали.
такая вот загадочная, удивительная дорога. В общем, практически по камням. Но здесь я еще могу снимать, ведя одной рукой. А на самом деле где-то 80% дороги здесь вообще снимать невозможно. Так, куда нам ехать-то, господи? Тут, знаете, либо камни, либо песок, одно из двух. А вот такая вот прекрасная тропинка – это редкость. Поэтому я решил для вас немножко поснимать. Красиво здесь, конечно. Классно вообще путешествовать. Обожаю. Поэтому, если у вас тоже дух авантюризма присутствует, то приезжайте, покатаемся вместе. Арендуем вам вот такой вот красивый мотобайк. И вперед. Только так можно увидеть эти древние карьеры. Ну, либо на джипе. На армейском джипе тоже вполне возможно. Так, нам, по-моему, вот туда. Где-то метров 500 надо проехать, и там уже надо будет искать наш объект. В общем, я съехал с тропинки на еще более маленькую тропинку. Здесь какие-то куски валяются песчаника. И где-то там должна быть одна из точек. Ну, давайте посмотрим. Упс. Текс, ну-ка. Где-то там. О, понятно. Ну, надеюсь. Надеюсь. Здесь налево должно быть. Ага. Друзья, все для вас. Снимаю сейчас и еду одной рукой. Представляете? Так. Только что куда я еду, я не знаю. Я уже не вижу никакой тропинки. Тропинка, нет? Как будто бы да. Пешком-то я точно не хочу топать по жаре. Хотя сегодня не так уж и жарко. 32 градуса всего лишь. Но люди здесь бывают, потому что я тут кое-где вижу мусор. Местные крестьяне, наверное, ищут себе площади посевные. Что-то я куда-то уже в сторону умотал, да? Ага. Мне надо налево куда-то. Вот. Тут как раз есть проезд. Давайте попробуем. Понятия не имею, что меня там ждет. Надеюсь, что-то достойное, потому что... Потому что забираться в такую даль и ничего не найти, это, конечно, немножко обидно, но привычно. Привычно. Слушайте, ну я не хочу уже дальше ехать. Смысла не вижу, потому что, судя по карте, тут идти метров 100 максимум. Поэтому давайте пока остановимся здесь, в этом прекрасном месте. Ну, давайте пройдем. Так, мне же нужен телефон, там же точка обозначена. Сейчас попробую. Слышите, цикады какие громкие. Как будто бы уже дело к вечеру. Они обычно вечером так просыпаются. Так, правильно я иду? Ну да, я иду правильно, прям к точке. Ну ладно, давайте попробуем. Это куда-то туда. А что там, я не знаю. Очевидно, какая-то каменоломня должна быть. Но эта точка была отмечена прямо на Google картах, друзья. То есть это не из научной работы я взял координаты. Это я нашел на Google картах, поэтому непонятно, найдем ли мы там что-нибудь или нет.
кое-какие места обозначены уже на Google картах. Ну, я, например, обозначил одну каменоломню на Google картах. Так что они все-таки появляются. Ну, опять мы спускаемся куда-то. Здесь опять какая-то была река, не река, канал, не канал. Ага. Я вон там вижу что-то вдали. Но не факт, что это то, что я ищу. Да, друзья, здесь ходить довольно опасно, потому что много мин. Вот, поэтому я никому не советую сюда соваться. Посмотрите мои видео, это вам достаточно будет. Тут ничего. Никаких следов деятельности человека. О, Господи. Ящерица меня напугала. Вернее, это я ее напугал. А потом уже она меня. Так, ну что здесь-то у нас? Здесь тоже нет никаких следов добычи, друзья. Это очень странное место, кстати. Здесь явно текла какая-то река или канал. Может, это как раз и есть тот самый канал, по которому доставлялись камни, фанкор. Да? Может такое быть. Да вообще легко. Ну, во влажный сезон я бы сюда точно не сунулся, потому что я уверен, что тут воды тьма. Так. Ну что же здесь должно быть-то? Почему же стояла точка на карте? Вообще доверять точкам, поставленным на картах Google, тоже не очень-то правильно, потому что люди могут от балды поставить. Google ведь не в состоянии проверить. Вот. Ну вот я когда свою точку поставил, они же просто взяли и подтвердили. И все. Так. Мы куда-то наверх поднялись. Но ничего не нашли. Но иногда надо долго походить, чтобы что-то найти. Как вот с головой Нага из прошлого видео. Я уж хотел уехать, думал, ничего здесь не будет интересного. Ну, в итоге нашел голову Нага. Так, я тут продираюсь сквозь китайский бамбук. Кто не знает, я вам скажу, что он очень колючий, видите? Впивается везде. А я просто попал в окружение китайского бамбука. Я не знаю, как мне отсюда выбраться. Фак. Ладно. О, Господи. Тут пролезу как-то, наверное. Да, други мои. Фух. Нелегкая работа. Друзья, хотите больше такого интересного контента, предлагаю вам донатить. Либо на карту моей жены. В описании все есть, в описании к ролику, в описании канала. Вот, либо на Бусти. Подписка на Бусти стоит 200 рублей в месяц, но там можно и разовый донат внести. Тоже очень удобно. Ну, а нам полезно, потому что эти наши экспедиции сжирают очень много денег. Так. И что мы здесь должны были найти? До точки я дошел и ничего тут не нашел. Забавно. Забавно.
Фух. Еще отсюда выбираться потом, представляете? И вот так вот ты... И вот так вот ты ползаешь, ползаешь. Результата ноль. И такое тоже бывает. Ведь я заметил, что тут везде, где каменоломни, растет китайский бамбук. Ага. Видите? На самом деле это декоративное же растение, да, которое специально высаживают на территории отеля где-нибудь. Ну, вот. А здесь он почему-то растет очень обильно именно там, где у нас находятся древние каменоломни. Правда, вот тут я не очень понимаю, где она. Такое ощущение, что тут либо все засыпано листвой высохшей, либо что. Вот такие вот они, будни исследователя Камбоджи. Тяжелые. Здесь кто-то столбик поставил. Видите, крестьяне, видать, хотят тут себе устроить пахотные земли. Ну да, если ученые сюда не ездят, то этим займутся местные крестьяне. А потом вы уже и следов никаких ни от чего не найдете. Грустно, грустно. Видите, сухой сезон – лучшее время для исследовательских работ, потому что скоро начнутся дожди, и здесь уже будет столько зелени, друзья. Что там торчит-то? Сейчас, подождите. Давайте посмотрим, там что-то торчит. Не знаю. Ну, как я туда пройду-то? Тут, смотрите, на эти заросли. Ой. Давно говорю себе, купи мачете. Все время забываю. Я думаю о мачете тогда, когда я приезжаю куда-то в такое место. А дома все время забываю. Фух. Ну давайте выберемся все-таки. Там какая-то гора, не гора. Давайте посмотрим, что там. Ух ты. А что это такое вообще? Так. А что это вообще за сооружение? Это такой большой камень. Так, и чем же он примечателен? Если это он был отмечен. Если это был он, то чем же он примечателен? Давайте посмотрим. Здесь очень много таких камней. А еще у нас есть такое место здесь, ну, немножко подальше, тоже у подножия плато Кулен, где эти камни друг на друге просто составлены. Вот такие высокие столбы. У меня есть видео, кстати, на канале, как мы туда экзотически добирались. Ну, вообще, посмотрите это видео. Слушайте, ну, я не знаю, наверное, на карте отметили вот этот камень, что ли, с какой-то целью. Я не вижу на нем никаких следов человеческой деятельности. Давайте посмотрим, что здесь. Ну, никаких следов никакой человеческой деятельности. О, Господи, птичье гнездо. Давайте туда не пойдем. Господи, аж сердце чуть не остановилось. Да. Надо же было так выпорхнуть у меня под носом. Ну, друзья, я не знаю. Неужели ради этого камня я проделал такое путешествие сквозь колючки? Камень, конечно, знатный. Как хочется на него забраться. Но смысла я в этом никакого не вижу. Давайте посмотрим, что здесь.
Ну, какие-то странные отверстия имеются, но я не склонен считать, что они относятся к человеческой деятельности. Поэтому, друзья, я думаю, что мы просто сейчас поедем к следующей точке. Я сейчас буду пытаться продираться сквозь эту вот всю безобразию. И поедем дальше. Надеюсь, что хоть что-то супер загадочное мы сегодня увидим. Ну, вообще, смотрите все предыдущие видео из этой серии, да, плейлист «Карьеры» называется. Вот, и там собраны все длинные видео, которые я снял на вот этих вот древних карьерах. Их там уже много. И это будет последнее, заключительное видео из этой серии. Ну, пока я, конечно, не сподоблюсь изучить следующие какие-нибудь карьеры интересные. Я вот здесь специально пошел, чтобы посмотреть, нет ли где следов на этих обрезках блоков. Ого, ничего себе, я провалился ногой туда. Хорошо, что не в змеиную нору. Да. Куда идти, не знаю теперь. Где мой мотобайк, честно скажу, вот не знаю. Будем искать. Будем искать. Ну тут все такое, да. Все естественное, ничего я здесь не вижу человеческого или нечеловеческого. Да. Ладно, нам как-то вот так. Да, если вы хотите приехать в Камбоджу на любой срок, обращайтесь только ко мне. Я вам устрою самую лучшую экспедицию по самым интересным и самым загадочным местам. Ну, начиная с Анкор-Вата, конечно. О, Господи, друзья, я так жестко зацепился. Вот, начнем с Анкор-Вата, ну а дальше все, что захотите. Да, в одном Анкоре можно только несколько дней провести при желании. Вот, есть у нас и другие интересные места. Бен-Мелея, отчасти мегалитический комплекс. Коке, древний город Лингапура. Это вообще нечто выдающееся, нечто совершенно не похожее ни на что, что у нас есть в Камбодже. Есть древний город Ишанапура, неизвестного века, ну, доанкорский город, да, очень древний. Вот. На юге Камбоджи тоже есть интересные места. Вы можете потом продолжить свой отдых на море. У нас замечательные острова. От Сиануквиля отправляются паромы на прекрасные острова Корон, Корон-Самлом. То есть у нас тут в Камбодже на самом деле есть все. Смотрите, какая пещера образовалась. Классная. Вот. Туда можно забраться и жить. Достаточно большая. Ну а мотобайк стоит где-то там. Фух. Ну красиво, согласитесь. Все-таки. И это действительно какой-то канал. Я сейчас иду по руслу канала, правда, я ухожу. Везде это все цепляет. Правда, ухожу от мотобайка, но мне просто стало интересно. Ага, ну смотрите, вот канал идет действительно. То есть это вполне возможно, что искусственный канал. Прорытый. Да, но маленький достаточно, как вы видите, для транспортировки каменных блоков не годящийся. То есть если это и был канал, то явно не для карьеров предназначенный, а возможно какой-нибудь водоспуск. Ну, потому что тут, в принципе, вся территория от плато Кулен до озера Тонлесап. Вот эта вся огромная территория, несколько тысяч квадратных километров, она вся покрыта сетью каналов. И они все искусственные, друзья. Даже река Сием-Риэп, которая называется рекой, ну никто ж не знал, что это канал, да, изначально, она тоже оказалась искусственным каналом.
Мало того, друзья, я вам так скажу, что самое большое озеро Юго-Восточной Азии, Тонле-Сап, вполне возможно тоже является искусственным водоемом. Ну, об этом, конечно, как-нибудь позже, потому что история очень интересная. И я уже собрал очень много материала на эту тему. Так. Так, ну тут-то мне уже как к мотовайку подойти, я не знаю. Я вот ушел в сторону. Мне теперь надо как-то туда попасть. Судя по моему внутреннему компасу. Сейчас проверим, как он работает у меня, да? Что я уже тут таких круголей навертел. Вот он. Ну что, друзья, едем дальше, потому что здесь мы увидели... Ну что мы увидели? Увидели канал на самом деле. Тоже интересно. Ладно, давайте, тут недалеко. Ох, ну очень жестко я ехал прям по таким камням. Ох. Так, ну и куда я приехал-то? Уже прямо к предгорьям плато. Вернее, не к предгорьям плато, а к самому плато. А здесь, посмотрите, крестьяне уже что-то тут обустраивают. Water supply, водяной шланг. Да, тяжко уже говорить. Сегодня уже целый день снимаю. Ну вот, и сейчас у меня, в общем-то, уже, по сути, последний объект, но я не очень понимаю, что здесь вообще можно увидеть. Давайте посмотрим. Ну, здесь мы в первую очередь видим, конечно, плато Кулен. Да. Когда-то на нем был огромный город на этом плато, и только вот несколько лет назад с помощью лидара удалось установить его размеры, ну и вообще установить, что это был очень развитый город с системой водной, то есть там с каналами, чего там только не было. Так, ну вот такое вот интересное сооружение. То есть вполне возможно, что это было какое-нибудь даже и жилище. Кто же знает. Ну, как минимум, здесь можно хорошо прятаться от дождя, который сегодня не пошел, слава богу, хотя тучи на небе обещали ливень, но не состоялся. Да, классная пещера. Кто-то здесь уже какую-то резинку выбросил. А пещера огонь, да. Жил здесь кто-то или нет, сложно сказать. Ну, вообще жили, да, в таких пещерах. Я потом как-нибудь обязательно сниму ролик. У нас есть такие сооружения. Ну, на самом деле, об одном таком я уже рассказывал, сооружение, когда мы с моей женой путешествовали. Вот в этом ролике есть такое сооружение. Посмотрите. Ну, а здесь я, в общем-то, больше ничего такого не вижу. Вон там еще один такой мощный камень. Интересно, кстати, как они образовывались, вот эти камни. Их здесь очень много. Вот эти огромные булыжники. Они наверху и на плато Кулен везде разбросаны. Не очень понятно. Ну, лично мне не очень понятно, как это все образовывалось. Расскажите мне, как это происходило с научной точки зрения. Ух ты, какой мощный, посмотрите. Вот это да. Вот это и есть цель нашего сегодняшнего путешествия. Посмотрите на это. На это безумие. Класс. Какая красота.
как это все образовалось, друзья? Как это получилось? Смотрите, вот он стоит на другом камне. Видите? Это же разные камни, да? Верхний и нижний. Их цвет абсолютно разный. То есть вот так вот камни друг на друге лежат, и это в Камбодже так часто на самом деле встречается, что уже начинаешь задумываться, а точно это естественного происхождения. Ладно бы он один был такой, а то у нас их много. Но это прям выдающийся, я вам скажу. Сейчас я попробую как-то отойти подальше, чтобы его снять. Потому что он никак не хочет помещаться. Вот такая вот махина, посмотрите, какая красота. Да. А была ли здесь каменоломня, да, сложно нам сказать. Вот там вот внизу нечто похожее. Ну, давайте попробуем пройти. Но вообще мне, конечно, кажется, что вот этот вот камень, это уже на самом деле достаточно для этого ролика. Где вы еще такое видели? Подскажите мне. Ну, попасть вы сюда, конечно, не сможете, потому что я добирался очень долго. Ботинок, подошву пробил сейчас. Да, обувь горит, конечно. Просто катастрофически. Смотрите. Красота. Давайте попробуем вниз спуститься. Что мы там можем увидеть? Ага, так это вот и есть, судя по всему, тот самый канал, по которому, как предполагалось, сплавляли блоки. Ну, судя по всему, он где-то здесь как раз находился. Давайте спустимся, посмотрим, могло ли это быть. Ну, не факт, да? Может быть, это просто река, а никакой не канал. Ну да, похоже, конечно, что это река. Ну, может быть, и канал. Как я могу это вам сказать? Как я могу определить? Вот, посмотрите. Так. Ай, господи, нигде не пройти толком. Везде все зарастает. Тропики. Давайте пройдем по дну этого изумительного ручья, реки, канала. Уж не знаю, что это. Тут-то мы точно не найдем никакой каменоломни. Зато увидим вот такую красоту. Посмотрите, как красиво дерево выросло. Но таких чудес у нас очень много везде в Камбодже. Так, а как нам еще пройти? Я не знаю, имеет ли смысл туда идти, но раз уж мы здесь, давайте попробуем. Посмотрим. Вообще, да, скорее всего, конечно, это какой-то канал древний использованный, потому что я не думаю, что сейчас здесь бывает вообще много воды. Ну вот видите, сейчас вообще воды нет, хотя вчера прошел довольно сильный ливень. Я вообще боялся сегодня ехать. Думал, тут затопит все. Ну, тут вот видите, в каких лужах
вода сохранилась, но не более того. Да, заколдованный лес. Потрясающие места. Это вы можете увидеть только на видео, потому что сюда вам не приехать, к сожалению. Нет, если сильно хотите, то, конечно, можно. Но я сам не горю желанием никого сюда везти, если честно. Потому что тут одному-то тяжело ехать, а если у тебя сзади еще кто-то будет сидеть, то это, конечно, будет то еще приключение. Ну, вот такой вот пересохший ручей, река, канал. И никаких следов человеческой деятельности. Хотя стояли метки, что здесь находится каменоломня, но вот я ее не обнаружил, как видите. Но это тоже интересно. То, что мы сейчас видим, оно тоже очень интересно. То есть это, возможно, как раз являлось частью водной инфраструктуры. Ну, невозможно, а 100%, конечно, это было частью водной инфраструктуры. Но вообще надо понимать, да, что воды было значительно больше в то время. Это видно по руслам рек. То есть огромное такое высокое, с высокими стенами, широкое русло, а на дне маленький ручеек течет. Видите, что происходит? Вот почему я ношу такую рубашку. Старую, выцветшую. Потому что любая рубашка через 5 минут в таких местах станет старой. Ну и выцветшей тоже станет. О, смотрите. Кто-то батарейку выкинул. Негодяй. Давайте ее подберем и увезем, и выкинем ее где положено. Камень меня тоже так интересует. Такой огромный. Ого! Это больше всех остальных. Этот прям гигантский. Все хочу найти следы пребывания людей, знаете. Так как здесь у нас проживали тысячи, что там тысячи, сотни тысяч людей на этой территории, то почему я не вижу здесь вообще нигде никаких следов? И как этот камень, вот так вот интересно, да, он на боку лежит. Как это получилось? И таких камней очень много, которые лежат на боку. Ну, я не знаю, может быть, геологи имеют ответ на мой вопрос. Но я, честно говоря, вообще не понимаю, как вот это все получилось. Эта красота каменная. Фух. Да, друзья, это последний ролик о карьерах Анкора. Ну, на данный момент это последний ролик. Я пока не планирую ничего больше снимать о карьерах. Ну и, честно говоря, как-то не очень хорошо эти ролики смотрят. То есть я понял, что среди моих подписчиков, таких по-настоящему интересующихся людей, все-таки очень и очень мало. Да, напишешь там какой-нибудь секретный храм, и все смотрят. Просмотры, все замечательно. А как какая-нибудь серьезная тема, вот как древние карьеры, так все никого. Ну и зря я здесь шел. Придется
как-то возвращаться, потому что мне надо на ту сторону. Я думал, я просто по этому берегу пройду, но нет. Так, что у меня там в ноге? Ой, господи. Ой. Да, друзья, не забудьте подписаться на телеграм-канал «Друг Аркадий. Пища для ума». Там я публикую свои статьи, потому что в видео я рассказываю далеко не все, что хочу рассказать. Ну, не намеренно, конечно, а просто потому что забываю какие-то вещи. А кто хочет нас поддержать, добро пожаловать на Boosty. 200 рублей в месяц стоит подписка. Ролики там выходят раньше, чем на Ютубе. Ну и статьи, которые я публикую в своем телеграм-канале, на Boosty также выходят раньше. И иногда даже в чуть более расширенном виде. Ну, там больше фотографий, например, прилагается к статьям иногда. Ну, в общем, вообще Boosty существует для того, чтобы поддерживать блогера, да? Ну, в том числе у вас будут и дополнительные плюшки. Сейчас у меня пока мало времени, чтобы заниматься всем этим. Но я думаю, что летом у меня не съемочный период, да, летом я все-таки поактивнее займусь как телеграммом, так и Boosty. Так, а мне теперь надо куда-то туда, я просто совершенно не помню, где я ходил, и поэтому пойдем просто как пойдем. Фух. Здесь тоже у нас вода, видать, текла. Да тут везде текла вода, тут везде едешь, да. Ну вот следы водной эрозии. Вот, пожалуйста, сколько угодно. То есть, представляете себе, тут все было в воде, вода текла столетиями, тысячелетиями, а потом куда-то делась. Вытекла вся. А, вот он. Этот безумный камень. Все правильно. Ладно. Надеюсь, мы как-то выйдем к мотобайку. Хотелось бы где-то там. Фух. Да, друзья. Так что я надеюсь, вы поняли, что вам срочно надо в Камбоджу. Разочарованных людей у меня здесь не было, очарованных – да. Да, многие люди в России понятия вообще не имеют о Камбодже. Некоторые думают, что она находится в Африке. Некоторые думают, что здесь просто опасно, преступники, там какие-то, я не знаю, воры, грабители. В общем, много всяких глупостей люди знают про Камбоджу, что в корне не соответствует действительности. Просто поверьте, если бы здесь было опасно, я бы здесь не жил. Я потому что категорически не приемлю страны, где существует опасность в любого рода. Хоть воры, хоть грабители, хоть мошенники, какие-то жулики. Я в такой стране жить не стал бы. Если я живу в Камбодже, значит здесь этого нет. Хотите верьте, хотите нет, а лучше приезжайте и проверьте. И тогда вы точно убедитесь, что я был прав. Ну что, друзья, можно сказать, если подводить итоги? Ну, как я уже сказал, мало каменоломен, мало. То есть сначала, когда только начинаешь их изучать, кажется, что их тут просто безумное количество на каждом шагу. Но потом, когда ты их видишь, когда ты сопоставляешь с объемом камня, который был использован при строительстве всех этих грандиозных мегалитических комплексов, то у тебя тут же возникают вопросы. А где все эти каменоломни-то огромные? Откуда этот камень должен был добываться? Непонятно. Слишком мало, да? Вот сегодня мы вообще, как видите, нашли только каналы, что, впрочем, тоже очень важно. Плюс нашли эти замечательные булыжники, очень красивые, и которые действительно использовались отшельниками в прошлом и в настоящем. Кстати, на плато Кулен там до сих пор проживают отшельники, и вот отчасти тоже вот в таких вот пещерах. Друзья,
Приезжайте в Камбоджу, чтобы увидеть все это своими глазами. Связывайтесь со мной, все контакты есть в описании к ролику, в описании канала. Пишите на любой срок, сделаю вам любую программу. Хотите легкую программу, хотите прям настоящий хардкор. В общем, любой каприз за ваши деньги, что называется. Подписывайтесь на телеграм-канал Друг Аркадий, подписывайтесь на Бусти, оформите там платную подписку, чтобы поддержать наши экспедиции, наши нелегкие, наши очень дорогие экспедиции. Знаете, тут только на обувь тратишься вообще по полной программе. Я уж молчу о ремонте мотобайка. Ну все, всем пока, увидимся на канале, ну или в Камбодже.